Над бескрайними равнинами заповедника Кара-Кум медленно поднималось пылающее солнце. Его лучи окрашивали небосвод в оттенки меди и янтаря, и полупустынная степь просыпалась к жизни нового дня. Но вместе с тишиной рассвета приходила и его неизбежная жестокость. У пересохшего русла старого ручья собралась стая полосатых гиен, рвущих тушу павшей газели. Громкие визги, хруст костей и запах крови эхом расходились по жаркому воздуху. Среди неистовства толпы осторожно пробиралась молодая самка — Сария, чье тело уже округлялось от беременности. Ее шерсть потускнела от пыли и голода, лапы дрожали от усталости. Она пыталась подобраться ближе к мясу, надеясь урвать хоть кусочек. Но у нее никогда не было силы или высокого положения в стае, и более доминантные сородичи без труда отбрасывали ее прочь. Ей доставались лишь остатки, презрительно брошенные другими. Засуха длилась уже 3-й месяц, и каждая схватка у туши превращалась в отчаянную борьбу за жизнь. Когда Сария рискнула протянуть пасть к куску мяса, вперед метнулась вожак, взрослая мощная самка по имени Тахира. С бешеным рычанием она вцепилась Сарии в плечо, пронзая кожу до крови. От боли у слабой самки потемнело в глазах, и она повалилась на землю. Грозное рычание Тахиры ясно говорило: приближаться запрещено. Стая равнодушно наблюдала, не вмешиваясь. Таков был закон выживания. Израненная, униженная, Сария покорно отползла прочь. Она знала, что ее изгнали. Каждый шаг давался мучительно. Тяжелый живот тянул вниз, кровь стекала по боку, а жар выжигал последние силы. Следующие дни превратились в пытку. Сария ела все, что находила: жуков, засохшие корни, редких ящериц. Ночами она ложилась в редкой тени саксаулов, прислушиваясь к шорохам шакалов. Одиночество давило сильнее голода, но внутри нее теплилась воля, желание спасти жизнь, которую она носила. Однажды у подножия глиняного холма она нашла неглубокую нору, возможно, старое логово лисицы, и начала расширять ее лапами. Когда солнце клонилось к закату, тело Сарии пронзили схватки. Она стонала, царапала землю, ее дыхание стало хриплым. Через несколько мучительных часов из ее тела вышел крошечный щенок, покрытый влажной пленкой. Сария осторожно разорвала оболочку зубами, слезала кровь и грязь, заставив малыша вдохнуть. В темноте раздался тонкий писк. Щенок тянулся к ее животу, но молока почти не было, лишь несколько капель. Мать прижала его к себе, заслоняя от ветра телом. Ее глаза, полные боли, все еще светились решимостью сохранить жизнь, несмотря ни на что. Ночь прошла тревожно. Рана на плече распухла и гноилась, движения причиняли ужасную боль. Пищи и воды не было, лишь редкие капли росы на сухих листьях. Но Сария не отходила от детеныша, защищая его от любых звуков степи. На рассвете, когда небо окрасилось в бледное золото, вдали послышался странный гул. Звук мотора. К их убежищу медленно подъезжал старый внедорожник с эмблемой заповедника. За рулем был Айдар Рахимов, рейнджер, патрулировавший окраины Кара-Кума. Он заметил движение среди кустов и остановился. Из-за камней выглянула исхудавшая гиена, прикрывающая крошечного щенка. Айдар понял, что животное ранено, и стал подходить медленно, без резких движений. Щенок смотрел на него круглыми глазами, без страха, будто чувствовал, что этот человек не враг. Айдар достал аптечку, сделал обезболивающий укол, затем вызвал по рации ветеринарную группу. Когда приехали специалисты, они осторожно подняли Сарию на носилки, а Айдар сам нес щенка, завернув его в полотенце. В центре реабилитации мать и детеныша разместили отдельно, чтобы избежать инфекций.
Ветеринары очистили рану, поставили антибиотики и капельницу. Щенка начали кормить молочной смесью. Жизнь постепенно возвращалась. Первые дни Сария почти не вставала, только ела мягкое мясо и наблюдала за сыном. Щенок рос быстро, его шерсть светлела, а пятна становились отчетливее. Айдар навещал их каждый день, разговаривал тихо, приучая к человеческому голосу. Неделя за неделей Сария крепла. Она снова поднималась на лапы, защищала малыша от незнакомцев, учила его кусать и играть. Вскоре им построили просторный вольер с песком, кустами и укрытиями. Сотрудники центра создавали условия, близкие к дикой природе, мать тренировалась на искусственной добыче, щенок учился выслеживать. Прошли месяцы. Мать и сын окрепли, научились самостоятельно добывать пищу и избегать опасностей. Ветеринары решили, что они готовы к возвращению в полудикий сектор заповедника. Здесь они начали новую жизнь. Охотились на грызунов и зайцев. Распознавали запахи, бегали по ночам под звездами. С каждым днем Сария становилась все увереннее. Ее движения вновь обрели силу, шерсть засияла мягким серебристым блеском, а в глазах светилась жизнь. Щенок, которого Айдар назвал Рахим, вырос любопытным и смелым. Он впервые попробовал схватить добычу, маленькую птицу, и Сария наблюдала за ним с гордостью, тихо рыча, будто одобряла. Иногда ночью она поднимала голову к небу, где тянулась дорожка звезд, и казалось, что в этом безмолвии она слышит дыхание самой пустыни. Ей больше не было страшно. Она знала, что теперь не одна. И вот настал день окончательного освобождения. Рано утром Айдар и его команда вывезли их на край степи, туда, где солнце поднимается над барханами. Клетка открылась. Сария на миг замерла, вдохнула горячий воздух, потом сделала шаг и исчезла в высокой траве вместе со своим сыном. Айдар долго смотрел им вслед. В груди у него теплилось чувство тихой радости. Он знал, что, возможно, больше никогда не увидит их, но именно в этом и заключалась суть его работы — дарить шанс дикой жизни вернуться домой. Ветер поднялся, пронес по песку след их лап, и вскоре все затихло. Только солнце продолжало подниматься над Каракумской землей, озаряя мир, где жизнь и смерть, как всегда, шли рядом. История изгнанницы, выжившей благодаря материнской любви, стала символом силы и стойкости, напоминанием, что даже среди беспощадных песков жизнь всегда ищет способ победить. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.